Акимба сильный парень. Акимба очень хорошо борется. То есть Акимба это, опытен то и есть я пресечет бы вот эти посмотрел бы все. Акимба бы. Есть пару чемпионов, с кем бы я посмотрел бы Максима. И все такие, да, вытаскивают стол на улицу, начинают бороться на улице с кем-то. Мгм. И как их никто не знал, так их никто не знает. Потому что у них нет внешности скулбоя. Популярность, известность, популярность и уважение – это две разные вещи. То есть и сделать так, чтобы тебе говорили, чтобы у тебя был там миллион подписчиков, ну, это не так сложно. Вопрос от Руслана Зинятулина. Все мы его знаем. По каналу Руслан, Strong привет. Arm. Он сейчас смотрит нашу трансляцию. Его армфайт с Иваном Алексеевым, который на ваших глазах, кстати, Василий, выиграл Артема Винкова. Вы комментировали. Как раз таки, что немаловажно, уважаемый чат, у меня тоже будет там армфайт с Георгием Лукашевским. На этом же Биг Питер Спорт Шоу. Вот как вам такая новость? Ну, Я я думаю, даже не многим знаю, за что. кого болеть, за Георгия Вот. или за Георгия, Гришу, или кстати, я за думаю, тебя, тоже даже не смотрит. знаю, разбиваюсь сейчас. Спонсор выпуска – компания Силаруков. Компания, которая стояла у истоков производства качественной, удобной и продуманной экипировки для развития силы хвата, силы рук и предплечий. Продукции компании уже давно доверяют именитые спортсмены всех направлений. Огромный опыт производства и инженерной мысли позволил создать и усовершенствовать, сделав свои тренажеры максимально эффективными. У Силаруков огромный ассортимент товара, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Универсальные ручки для армрестлинга подходят к любому тренажеру, будь то домашний спортзал или продвинутый фитнес-клуб. Все ручки имеют металлическую основу и снаружи покрыты высокотехнологичным пластиком, который не ржавеет, не меняет цвет и всегда как новый. В ассортименте имеются ручки с разными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Также есть блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Силаруков можно заказать на сайте silarukov.rf, есть доставка по России. Также у компании Силаруков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и оффлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Вопрос от Руслана Зинятулина. Все мы его знаем. По каналу Руслан, Strong привет. Arm. Он сейчас смотрит нашу трансляцию. Его армфайт с Иваном Алексеевым, который на ваших глазах, кстати, Василий, выиграл Артема Винкова. Вы комментировали. Как раз таки были в гостях у Руслана и комментировали вот этот вот армфайт. Ну, короче, Руслан себя не ищет легких путей, молодец. Нет, у него Так и надо. соперник На самом деле еще, так и надо. что немаловажно, уважаемый чат, у меня тоже будет там армфайт с Георгием Лукашевским. На этом же Биг Питер Спорт Шоу. Вот как вам такая новость? Ну, Я я думаю, даже не многим знаю, за что. кого болеть, за Георгия Вот. или за Георгия, Гришу, или кстати, я за думаю, тебя, тоже даже не смотрит. знаю, разбиваюсь сейчас. Что бы вы, Налево, Василий, сказали? налево портись. Мы с Георгием будем бороться вообще на двух руках. На двух руках, да? Да. Слушай, ну, он может попортить крови. Он такой парень. Да, Лукашевский Ну, именно что это про него самое? говорит. Давай я скажу сейчас по поводу всего этого. На самом деле это же круто. Это круто в том ключе, что большие спортивные эвенты сейчас, которые начинались с бодибилдинга, да, Биг Питер Спорт Шоу. Биг Питер Проф-шоу начиналось, ну, Яной Кузнецовой делается чемпионкой по бикини. Это праздник для бодибилдинга. И они уже понимают все, что без армрестлинга им никак. И если раньше армрестлинг это было такое некое приложение, ну ладно, поборитесь, Отдельная ребята, то площадка, сейчас там где-то армрестлинг, стоит с края. да, то сейчас армрестлинг выходит на главную роль, и поэтому, блин, круто, на самом деле. А какого будет числа, напомни, пожалуйста, мне. 19 октября. Ну, через 20 дней, грубо говоря. 19. Слушай, ну я постараюсь быть. Я сейчас в Москве, я постараюсь быть, поболею, покричу. Это интересно. Вот, короче, как я сейчас запишу себе в книжечку. 19 число, октябрь. Быть в Питере. Да, обязательно. Ну ты готов? Да, наверное, да. Армрестлинга каждым днем в моей жизни все больше. Я, конечно, базовый жимовик, я мастер спорта по жиму.
МСМК там и так далее по бицепсу, ну и прочим таким дисциплинам сопутствующим. Я сейчас чувствую, как прямо у Лукашевского шансы падают сейчас. Прямо ты называешь титул, они Если бы просто у мы него по там жиму будут с ним бы стреляться. рубились, тогда бы я бы сказал, что и Лукашевский я тебе еще фору дам. Хотя я не знаю, сколько он жмет, не знаю. Дядька сильный, харизматичный, давно за ним слежу, вообще рад этому армфайту безумно. У Лукашевского оба бицепса оторваны, тут поясняет. Ну, блин, мне Нет, кажется, у его него оторванные бицепсы бицепсы... оторваны, он как бы, он менее универсален, чем мог бы быть, но он так любит армрестлинг и так любит бороться, что даже с оторванными бицепсами может вашу всю кровь высосать. Так что не расслабляйся, не Я вообще не расслабляйся. расслабляюсь, нет. Я готовлюсь, буду готовиться. Сегодня уже сделал жим лежа для этого. Не знаю зачем, но сделал. Георгий передает привет вам, Василий. Он здесь у нас в чате, и он следит как бы за всем. И говорит, кстати, что у него оторван только левый бицепс. Ну, то есть, мои шансы только что упали еще немножко. Нет, вот ваши шансы сравнялись сейчас. Да? Ты лидировал, ты был там мастер спорта по жиму, МСМК по бицепсу, ты лидировал, только вот один бицепс оторван, сравнялись шансы. В интернет-магазине оборудования для пауэрлифтинга и фитнес-клубов «Касат» есть и железо для любителей соревноваться в подъеме на бицепс. А среди борцов на руках, я знаю, таких немало. Гриф EZ в цене 21 тысяча рублей. Используется он на соревнованиях по этому виду спорта. Отличается тем, что у него длина 150 сантиметров, вес замками ровно 17,5 килограммов. Также к нему советую диски, которые мы делаем, металлические. Они тоненькие, поэтому можно навешивать большие веса на штангу, и они создают меньший крутящий момент по сравнению с обрезиненными и тем более уж бамперными. И, конечно же, есть и платформа для соревнований по подъему на бицепс, и много-много другого оборудования, много железа ждет вас и ваших сильных рук. Вот тут писали про Акимбо. Почему, дескать, Девон Ларрет был в курсе того, что общественность хочет, очень хочет увидеть Одена Ларрета с Акимбо. И этот поединок напрашивался вообще сам собой. Об этом мусолили тему, он даже какие-то репосты делал о том, что мы хотим это увидеть. Мы общались с Девоном на эту тему, что да, прикольно, но почему-то не состоялось. Скорее всего, потому что Акимбо Я могу армрестлер. сказать, нет, я могу сказать, друзья, я вам могу, вы поймите, что Оден Ларрет и Акимбо, ну давайте сейчас вообще, вот для начала вообще уйдем от спорта только в бизнес. Так. Оден Ларрет и Корея, да, и покупают на Корспорте, покупают трансляции корейские рукоборцы, канадские и американские. Российская аудитория не покупает. Российская аудитория за Смотрят на подписку Яндекс Кинопоиске. Плюс За смотрит на 300 рублей в Кинопоиске. месяц. Даже если не будет, не будет как бы Кинопоиска, у нас нет возможности сейчас как бы оплатить, Да, мы не можем купить при сделать желании. транзакцию. То есть Акимбо с точки зрения пока абсолютно неинтересен. Он Ага. ничего не принесет ни Корспорту, ни Одену, а Оден только проиграет. Поэтому почему этот матч не состоялся? Пожалуйста, поэтому не состоялся. То есть ответ С есть. точки зрения бизнеса это неинтересно. Вот. И потом, Акимбо сильный парень. Акимбо очень хорошо борется. То есть Акимбо это, опытен то и есть я пресечет вот бы эти посмотрел бы все... Акимбо бы. Есть пару чемпионов, с кем бы я посмотрел бы Максима. С кем? Кроме меня. Слушай, ну на самом деле, я когда ехал на последний турнир АМС, который был в Краснодаре, мы ехали с Замбулатом, а сейчас Акимбо тренируется в армподвале ЛТ. То есть они постоянно спаррингуют с Бибом. Кстати, Дзамбулат, я совсем забыл поздравить тебя с днем рождения. Так что от всей души, я думаю, что все наши зрители ко мне присоединятся и тебя поздравят. Так вот, Поздравляем Дзамбулата Дзамбулат, Цуриева с да, днем и Дзамбулат рождения. сказал, что Акимбо готов
бороться на МС и гарантированно будет строить. Смелое Это будет об заявление. уровне. Смелое заявление. Говорит об Почему уровне, смелое безусловно. А? Ну, я боролся, я спринговал с Акимбо, я боролся с ним. Ну, как бы, Акимбо сильный парень. У него какие-то цели в голове другие. Да, вот у него цели в голове у Дэн Лоран. А это человек, которому по силам пободаться, да, может быть, не стать первым пока, но пободаться, попортить крови, он может. То есть там есть силушка, там есть куда силушки расти, там есть скорость, там все хорошо. И в том числе тоже поэтому не состоялся поединок с Одэном Лоратом. Ну, как я сказал, потому что Акимбо опытен, он силен, и он армрестлер, и он вот это все Да. пресечет. Он не даст вот этому всему разыграться. Есть феномен скулбоя. Молодого парня, школьника, ну реально похожего на школьника, который переборол весь Нью-Йорк на улице, да, и Ну, стал, все мы ну, как видели бы, эти видео, да. да, и стал популярным. И все такие, да, вытаскивают стол на улицу, начинают бороться на улице с кем-то. Мгм. И как их никто не знал, так их никто не знает. Потому что у них нет внешности скулбоя. Потому что у них вот нет вот этого Давид против Голиафа. Ну, вот реально, ну, то есть такую историю может повторить Кантик, например. Да, то есть это, ну, когда ты понимаешь вот эти все части уравнения, тогда ты можешь это повторить. Если ты это не понимаешь или понимаешь неправильно, то ты топчешься на месте. Видишь, у нас с тобой сегодня получается больше такой стрим про некий спортивный маркетинг, да, про какие-то Да, такие вот про деньги, про медийные штуки, бизнес. чем про сам спорт. Ну, у кого еще есть такой стрим? Сейчас спрашивает, Это Морозов 100%. победил? Да, Морозов победил. Морозов красавчик. Ну Так, вот Морозов, он прибавил себе и аудитории, и баллов, и уважения, особенно четвертым и раундом, он где дал молодец, да, перебороться. да. В тот момент, когда еще ничего было не решено. Вот он как бы, и когда мы Рискнул, говорим про это был риск. популярность, да, когда мы говорим про популярность, про, ой, там в этом, про благородные поступки, вот такие поступки, они в том числе и Джона Брезенко сделали Джоном Брезенко. Вот именно такие поступки, а не разговоры за столом. И того же самого, давайте с вами возьмем пример Макгрегора. Как Да, только он перестал выигрывать, все. все его разговоры остались одними разговорами. И его же никто не воспринимает серьезно. И опять же, его поведение, его трэш-ток был ранжировкой к хорошему бойцу. Популярность, известность, популярность и уважение – это две разные вещи. То есть и сделать так, чтобы тебе говорили, чтобы у тебя был там миллион подписчиков, ну, это не так сложно. У нас есть там примеры фриков, ну, огромное количество. То есть, ребят, этот путь известен, как бы, не вы первый, не вы последний. Заработать уважение сложнее. То есть надо это всегда иметь в виду, когда вы занимаетесь, когда вы пытаетесь в спорте, там, я не знаю, там, заниматься трэш-током, что-то еще, вызовы бросать. И я знаю очень много ребят, которые хотят, вот мы хотим популярности, я хочу, вот, и... А многие люди, которые популярны вне армрестлинга, очень хотят уважения профессионального сообщества. Вот реально очень хотят. Я знаю очень много людей, которые около спорта набрали себе такой бешеной популярности. Мгм. Но они считают себя рукоборцами, и профессионального уважения у них нет, потому что не боролись просто на соревнованиях. Не боролись, у них не было конкуренции. А им очень хочется, чтобы сообщество их уважало. А их сообщество даже не знает, потому что аудитории разные совершенно. Знаешь, вот когда ты детей встречаешь, ну не детей, извиняюсь, подростков, говоришь, что там самый популярный рукоборец? Акимбо, Максим Аким. Ну, конечно, да. Окей. Когда ты встречаешь аудиторию, например, приходишь к рукоборцам, ну, более взрослым, такие, Денис Цыпленков. То есть это неплохо, не хорошо. У каждого своя аудитория, доработанная какими-то своими заслугами. И опять же, история Максима – это
То есть история его популярности это история преодоления. Это история преодоления каких-то жизненных трудностей в большей степени, да, которые у него были по жизни, чем армрестлинг. Он в армрестлинге уже пошел популярным. В октябре нас ждет еще одно знаковое событие. Ваш покорный слуга, то бишь я, Зинятуллин Руслан, тряхну стариной, попробую составить конкуренцию молодому спортсмену из Московской области, Ивану Алексееву. Впервые армфайт среди спортсменов-инвалидов пройдет в рамках спортивного фестиваля спорта Big Peter Sport Show. Мы уже боролись с Иваном, и по схваткам у нас счет 1-1, и в этот раз мы выясним, кто же на самом деле сильнее. Поединок имеет колоссальное значение для всего нашего сообщества. Мы хотим показать, что соревнования среди инвалидов нужно проводить чаще и широко освещать в СМИ. Если придерживаешься такого же мнения, помоги нам воплотить этот проект в жизнь. Нужны средства на призы спортсменам, проезд, оплату гостиницы и питания. Денежные средства можно отправить по телефону, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помни, сегодня ты помог кому-то, а завтра помогут тебе. На этом все, друзья. Подписывайся на канал, ставь лайк, если понравился ролик.